Кимчи из зеленого лука. Весна – это, конечно же, все про зелень, и мы делаем корейское кимчи из зеленого лука. Он нам потребуется в объеме 1 килограмма и используют в Корее для кимчи из зеленого лука особый зеленый лук, который тонкий и не очень длинный. Но вот эти вот белые кончики желательно, чтобы они были пухленькими. Но у меня получилось купить не очень-то тонкий лук, но то было вам на заметку. Итак, мы обрезаем корни и хорошо промываем лук. Следующая ступень. Для того, чтобы кимчи лучше пропиталось, чтобы оно лучше проферментировалось, ему нужно обрезать луку кончики, зеленые концы, для того, чтобы у нас открылось вот это внутреннее пространство внутри лука, чтобы туда свободно заходил как воздух, так и соус, собственно говоря. Это нужно для более лучшей и быстрой ферментации. Итак, еще раз. После того, как мы обрезали корни и промыли хорошо лук, мы обрезаем его зеленые кончики. Следующая ступень. Положите лук в какую-нибудь глубокую емкость, и мы будем заливать рыбным соусом. Оставляли много вопросов в комментариях о том, какой именно рыбный соус я использую. Ну вот, как видите, корейский у меня нет возможности купить, поэтому я использую в основном вьетнамский или тайского производства. Рыбный соус нам потребуется в объеме 2/3 стакана. Я использую мирную посуду, обычный маленький стандартный пластиковый стакан. И этим количеством рыбного соуса мы поливаем белые кончики. Лучше их сначала вот так вот перевернуть, чтобы с двух сторон они были как бы опущены в рыбный соус, и оставляем белые кончики погруженными в рыбный соус на 20 минут. За это время мы делаем с вами базу для кимчи. Нам нужна рисовая или пшеничная мука 3 столовые ложки. Затем заливаем воду в объеме 200 мл. Лучше воду заливать сначала по чуть-чуть, так будет гораздо легче размешивать муку, чтобы образовалось как можно меньше комочков. То есть сначала мы разводим муку в воде, разбивая все комочки. И затем варим на тихом огне, все время помешивая. Доводить до кипения массу не нужно. Мы варим ее до состояния жидкой сгущенки, вот до такой вот консистенции, обратите внимание. И затем мы должны полностью натуральным образом остудить имеющуюся массу. Теперь мы подготавливаем соус-маринад. Лучше взять глубокую емкость, которая не окрасится. И рыбный соус в объеме 1/3 стакана заливаем в емкость. Затем уже остывшую базу кимчи мы добавляем в объеме 1 стакана. И туда же в емкость заливаем. Затем красный молотый перец. Корейский перец, он немножко менее острый, можно взять его чуть-чуть побольше, но в общей сложности красный молотый перец мы добавляем в объеме 1 стакана. И затем молотый чеснок, 4 столовые ложки. Как вы видите, мои ложки, они такие с горкой. Это нормально. И затем мы добавляем сахар. Вообще для данного кимчи, в отличие от других видов кимчи, сахар, он хорошо, вот этот сладкий вкус, и мы добавляем его в объеме 2 столовых ложек. И все это мы хорошо перемешиваем до однородной массы. После этого, я думаю, уже 20 минут прошло, тот рыбный соус, который у нас остался после замачивания белых кончиков, мы заливаем в соус-маринад. И еще раз все хорошо перемешиваем, чтобы весь этот рыбный соус вмешался в общую массу. И, конечно же, мы надеваем перчатки, чтобы руки не обжечь перцем, и чтобы не окрасились они в красный цвет. И сначала мы промазываем белые кончики зеленого лука. Можно сначала заложить часть пасты, чтобы было полегче, а затем всю остальную часть. Но имейте в виду, что эта масса, она красится, так что будьте аккуратны. И, конечно же, она, наверное, может разлетаться немножко в сторону, так что будьте к этому готовы. Очень старайтесь делать аккуратно, чтобы ничего не окрасилось. И мы берем несколько
стручков зеленого лука по 4 или по 5, в зависимости от их размера, и начинаем промазывать пасту, берем ее по чуть-чуть, остальную часть, то есть оставшиеся зеленые стручки, и затем заворачиваем все это вот таким вот образом. То есть вообще есть два варианта. Вы, если у вас достаточно большой контейнер, можете не заворачивать лук, а прямо вот в прямом виде просто его положить друг на друга. Это один вариант. Или же вот такой вариант, когда мы берем по 4 или по 5 стручков в руку и все промазав, затем заворачиваем вот таким вот образом. Такой вариант вы встретите гораздо более чаще, потому как очень удобно потом такое кимчи сервировать, потому что оно уже порционное и выглядит достаточно симпатично. То есть его просто в таком вот виде вынимают, кладут на тарелку и подают к столу. То есть вам выбирать, как вам, собственно говоря, удобнее это делать. И закладываем все это в контейнер, в котором собираемся хранить. И вот оно счастье, кимчи зеленого лука, который называется па-кимчи. И один день мы держим это вне холодильника, затем храним в холодильнике. Обычно через 10 дней уже можно начинать есть это кимчи. Срок хранения его от 6 месяцев до 1 года. Выход срока годности определяется кислостью продукта. Надеюсь, вам было интересно. Лайкайте, подписывайтесь, оставляйте комментарии и приятного аппетита!